В середине холодного ноябрьского дня Роберт Милс вышел из своего темно-синего внедорожника и оглядел квартал в южной части Филадельфии. Ветер с реки пронизывал насквозь, несмотря на дорогой шерстяной плащ. Перед ним стояло обветшалое трехэтажное здание, одно из тех, что давно числилось в его инвестиционном портфеле. Обычно такими вопросами занимались управляющие, но квартира 3B задолжала за 3 месяца, и Роберт решил разобраться лично. По документам здесь жила Кэрол Хэнсон, мать-одиночка с дочерью. Поднимаясь по скрипучей лестнице, Роберт мысленно перебирал фразы для разговора, строгих, но вежливых. Он не любил срываться на эмоции, особенно перед женщинами и детьми. Дверь открыла девочка лет 10. Светлые волосы, серые глаза, тонкий голос. Мать была на работе. Девочка, представившаяся как Эмма, пригласила его войти, сказав, что может позвонить маме. Внутри квартира оказалась не запущенной, как он ожидал, а скромной, чистой и обустроенной с любовью. На кухонном столе стояла старая швейная машинка, а рядом аккуратные лоскуты, нитки и маленькие платья для кукол. Эмма рассказала, что помогает маме шить вещи на заказ, иногда они даже продают игрушечную одежду через интернет. Пока другие дети смотрят мультики, она после школы шьет. В ее голосе звучала не жалоба, а тихая гордость. Роберт молча слушал, чувствуя, как внутри что-то сдвигается. Перед ним стоял не просто должник, а маленький человек, который уже знал цену труду. Он вспомнил свое детство. Мать, работающая в 2 смены, и обещание себе, что он однажды вырвется из бедности. Когда через пару часов пришла уставшая Кэрол, Роберт не заговорил о долгах. Он предложил ей гибкую рассрочку и работу. В его компании как раз нужен был помощник в отдел дизайна интерьеров, кто-то, умеющий работать руками, аккуратно и со вкусом. Уходя, он чувствовал, что сделал нечто большее, чем просто разобрался с арендой. Он напомнил себе, что за каждой дверью живут не цифры в отчете, а люди. Через неделю Эмма получила в подарок новую швейную машинку. Без записки, без имени отправителя. Просто от человека, который пришел за деньгами, а ушел с напоминанием о человечности. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.